Меня зовут Ксения Хромова. Я специалист по мужскому здоровью с опытом работы более 15 лет. Сегодня мы погрузимся в тему, которая кажется обманчиво простой, но при этом является абсолютно фундаментальной для вашего здоровья, особенно когда вы перешагнули 50-летний рубеж. Мы поговорим о воде и о том, как правильно ее пить после шестически для мужчин старше 60 лет, озабоченных жизненной силой, энергией и, да, критически важным кровотоком для потенции. Употребление простой воды может быть огромной упущенной возможностью. Это как владеть дорогим автомобилем и ездить только на первой передаче, не используя весь потенциал. Мы говорим не просто о гидратации организма, мы говорим о клеточной передаче сигналов, гибкости сосудов и электрической силе вашего тела. По мере старения способность нашего организма усваивать и использовать необходимые микроэлементы кардинально меняется. Прежде чем продолжить слушать, напишите, откуда вы. Очень интересно узнать географию нашей аудитории. То, что работало для вас в 20 и 30 лет, просто больше не подходит после 60. В частности, я хочу поговорить о минералах, невоспетых героях вашей внутренней экосистемы. Эти микроскопические элементы отвечают за все, от регулирования сердцебиения до передачи нервных сигналов и, что наиболее важно для нашего обсуждения, расслабления кровеносных сосудов и обеспечения сильного, стабильного притока крови к каждому уголку вашего тела, включая части, необходимые для мужской силы. Если вы мужчина старше 60 лет и ищете простой, экономически эффективный ежедневный прием, который работает в сочетании со всем остальным, что вы делаете правильно, вашей диетой, упражнениями, добавками, тогда этот материал для вас. Я познакомлю вас не с одним, а с несколькими мощными минеральными вариантами и покажу, почему и как добавление всего лишь небольшой щепотки правильного ингредиента в вашу ежедневную воду может фундаментально изменить уровень энергии и жизненную силу. К концу этого материала вы никогда больше не будете смотреть на стакан простой воды прежними глазами. Давайте сначала рассмотрим анатомию старения и гидратации. Когда вы были моложе, ваши почки были чемпионами фильтрации. Ваш пищеварительный тракт был суперзвездой в усвоении питательных веществ. Вы потели, пили, усваивали, и ваше тело поддерживало идеальный баланс. Когда мы достигаем 60 лет, происходит несколько вещей, влияющих на то, как наш организм использует воду. Во-первых, ваш механизм жажды притупляется. Вы не чувствуете такой острой жажды, что приводит к хронической легкой степени обезвоживания, даже если думаете, что пьете достаточно. Во-вторых, ваши почки становятся менее эффективными в удержании воды, заставляя вас выводить важные минералы и электролиты быстрее, чем вы их усваиваете. Вы становитесь медленной утечкой, постоянно теряющей драгоценный электрический заряд. В-третьих, и это наиболее критично для кровотока и потенции, нужно поговорить о сосудистой системе. Внутренняя поверхность ваших артерий и капилляров – это место, где происходит волшебство. Со временем эти гладкие мышечные стенки могут стать жесткими и менее податливыми, что означает, что они не расслабляются легко по команде. Эта жесткость – враг сильного кровотока, необходимого для эрекции. Обычная вода сама по себе просто гидратирует жидкость вне ваших клеток. Она отлично восполняет объем, но не содержит электрического заряда, необходимого для помощи воде и питательным веществам, которые она несет, пересечь клеточную мембрану. Этот электрический заряд исходит от электролитов, которые представляют собой просто минералы, растворенные в воде и несущие электрический импульс. Когда этих необходимых минералов не хватает, ваша клеточная связь нарушается. Ваши мышцы с трудом сокращаются, нервы дают сбои, а кровеносные сосуды не получают четкого сигнала расшириться и открыться. Это не о том, чтобы пить модную минеральную воду из дорогих магазинов. Это о том, чтобы быть проактивным, информированным защитником собственного здоровья. Понимать, какие конкретные минералы чаще всего истощаются и наиболее важны для здоровья сосудов с возрастом. Напишите в комментариях, откуда вы, из какого города.
Мне действительно важно знать, насколько широка география нашего мужского сообщества. Если есть один минерал, на котором я настоятельно рекомендую сосредоточиться каждому мужчине старше 60 лет, это магний. Магний– абсолютная электростанция организма. Он участвует более чем в 300 различных ферментативных процессах в теле. Если вы слышали мои лекции раньше, то знаете, что я называю его идеальным минералом расслабления. Он отвечает за расслабление гладких мышц по всему телу. Где эти гладкие мышцы критически важны для мужской силы? Они везде, но особенно в стенках артерий и пещеристых телах. Губчатые цилиндрические ткани внутри полового члена, которые наполняются кровью для достижения эрекции. Для оптимального кровотока артериальные стенки должны быть гибкими. Когда они получают сигнал от тела, неврологический сигнал, что пришло время для действия, они должны быть способны расслабиться, расшириться и широко открыться. Этот процесс расширения сосудов сильно зависит от наличия достаточного количества магния. Когда у вас дефицит магния, а давайте признаем, более 75% взрослого населения имеет его из-за истощения почв и современных диет, ваши кровеносные сосуды постоянно напряжены, слегка сужены. Это называется вазоконстрикцией. Магний помогает противодействовать этому напряжению. Он действует как мощный природный блокатор кальциевых каналов. А кальций– это минерал, который способствует мышечному сокращению. Магний, по сути, вмешивается и говорит: подождите, давайте сделаем вдох, давайте расслабим напряжение. Добавление высокобиодоступной формы магния в вашу воду– феноменальный способ обеспечить системное расслабление. Он быстро усваивается через кишечник, попадает в кровоток и немедленно начинает посылать эти расслабляющие сигналы вашей сердечно-сосудистой системе. Это напрямую приводит к более легкому, сильному и устойчивому кровотоку по всему телу, что, как вы понимаете, чрезвычайно полезно для общей энергии и интимной производительности. Второй минерал, который нам нужно восстановить, это натрий. Я знаю. Десятилетиями нам говорили, что натрий– враг, связанный с высоким кровяным давлением и сердечными заболеваниями, но здесь контекст и качество имеют огромное значение. Проблема не в самом натрии. Проблема в огромном количестве некачественной, обработанной поваренной соли, содержащейся в переработанных продуктах. Этот белый сверхобработанный материал лишен практически всех других минералов, оставляя только резкое концентрированное химическое вещество, которое приводит в хаос деликатный электролитный баланс вашего тела. Однако чистая, нерафинированная морская соль или розовая гималайская соль – совершенно другая история. Эти соли содержат не только хлорид натрия, но и целый спектр микроэлементов, часто около 84 различных элементов, включая небольшие количества калия, кальция и магния. Натрий – главный хранитель гидратации. Он абсолютно необходим для поддержания правильного баланса жидкости внутри и снаружи ваших клеток. Без достаточного количества натрия ваше тело с трудом удерживает воду, которую вы пьете, что означает, что вы будете постоянно пить больше и просто выводить ее. Это приводит к ощущению постоянной жажды, несмотря на употребление литров воды. Кроме того, натрий работает в мощном партнерстве с калием для работы натрий-калиевого насоса, который является механизмом, питающим почти всю клеточную активность, включая нервную проводимость и мышечное сокращение. Получение достаточного количества высококачественного натрия в вашей воде гарантирует, что вода, которую вы пьете, действительно втягивается в клетки, где ей и место, что приводит к превосходной клеточной гидратации, лучшей нервной реакции и более эффективной мышечной функции. Крошечная щепотка высококачественной нерафинированной соли в большом стакане воды, особенно утром, это совершенно другая питательная сущность, чем высококонцентрированная соль, содержащаяся в пакете чипсов. Это простое дополнение может кардинально улучшить вашу гидратацию, что затем оптимизирует объем крови, облегчая работу сердца и доставку кислорода туда, где это больше всего необходимо.
Если магний– расслабитель, а натрий– хранитель, то калий– противовес. Калий– третья опора электролитного табурета, и его основная задача– обеспечить правильную передачу сигналов клетками, особенно в сердечной мышце и по всей сосудистой системе. В то время как магний расслабляет артерии, калий тесно работает с натрием для поддержания этого важного электрического градиента через клеточные мембраны. Что важно, калий имеет хорошо документированную роль в управлении кровяным давлением. Он помогает вашему телу выводить избыток натрия, что может быть полезно для мужчин, у которых уже есть повышенное кровяное давление или чья диета склоняется к переработанным продуктам. Баланс между натрием и калием– тонкая грань, и в современной западной диете подавляющее большинство людей потребляют слишком много обработанного натрия и слишком мало калия, который в изобилии содержится в свежих фруктах и овощах. Когда мы говорим об улучшении кровотока, мы говорим о создании гармоничного баланса. Вам нужно достаточно качественного натрия, чтобы втянуть воду в клетки, но вам нужно много калия, чтобы уравновесить его, гарантируя, что артериальные стенки остаются гибкими и отзывчивыми. Добавление калия может быть немного сложнее, так как слишком много может быть проблематично, но добавление небольшого количества легкорастворимого порошка хлорида калия или просто использование богатой калием минеральной смеси в вашей воде– отличная стратегия для восстановления этого часто игнорируемого минерального соотношения. Поддерживая этот деликатный баланс, вы даете своему сердцу и всей сети кровеносных сосудов инструменты, необходимые для работы на пике эффективности. Хотя цинк не является классическим электролитом в том же смысле, что магний или натрий– это минерал, который играет невероятно важную роль в мужской силе, что делает его включение в ежедневный водный прием очень полезным, особенно для мужчин старшего возраста. Цинк– краеугольный камень для производства и регулирования тестостерона. Исследования последовательно показывают, что даже незначительный дефицит цинка может негативно повлиять на функцию яичек, приводя к снижению уровня этого жизненно важного мужского гормона. Поскольку тестостерон критически важен для энергии, настроения, мышечной массы и либидо, обеспечение адекватного потребления цинка не подлежит обсуждению для мужчин старше 60 лет. Помимо гормонов, цинк– абсолютная электростанция для вашей иммунной системы. С возрастом иммунная функция часто снижается, делая нас более восприимчивыми к болезням. Поддержание крепкой иммунной системы требует стабильного, надежного снабжения цинком, который действует как фундаментальный компонент для бесчисленных иммунных клеток. Хотя вы обычно не добавляете большие количества порошка цинка в воду, использование высококачественной жидкой добавки цинка, часто всего несколько капель, в вашей воде один раз в день, чрезвычайно эффективный способ обеспечить последовательное, высокобиодоступное потребление. Это особенно полезно, потому что цинк часто плохо усваивается при приеме в форме таблеток. Смешивая несколько капель с водой, вы гарантируете, что этот важный регулятор немедленно доступен вашей системе, поддерживая ваши иммунные защиты и критически поддерживая гормональную готовность, которая лежит в основе истинной жизненной силы. Наконец, давайте кратко коснемся железа. Хотя добавки железа обычно необходимы только при известном дефиците, и вы абсолютно должны проконсультироваться с врачом перед приемом железа, важно понимать его основополагающую роль в кровотоке. Железо– центральный компонент гемоглобина, белка в красных кровяных клетках, который единственно отвечает за перенос кислорода из легких в каждую клетку вашего тела, включая мышцы и те важные ткани, которые требуют кислорода для твердости. Без достаточного количества железа ваша кровь не может нести достаточно кислорода, что приводит к усталости, вялости и общему ощущению истощения. Это состояние, известное как анемия, напрямую влияет на производительность и жизненную силу, лишая ваши ткани их самого важного топлива. Если ваш врач определил, что у вас низкий уровень железа, использование мягкой, легко усваиваемой жидкой добавки железа, смешанной с водой, может изменить правила игры. Это улучшает качество вашего кровотока, увеличивая его кислородную емкость.
Помните, сильный кровоток– это не только объем, это качество доставляемого груза. Конечная цель этих рекомендаций– способствовать последовательности, а не вносить ненужную сложность в ваш и без того загруженный день. Вы абсолютно не должны чувствовать себя обязанным добавлять каждый из этих важных минералов в каждый стакан воды, каждый раз, когда делаете глоток. Наиболее эффективная стратегия– целенаправленный подход к циклированию этих добавок и непосредственное устранение конкретных минеральных дефицитов, которые наиболее актуальны для вашего текущего образа жизни и целей здоровья. Самое простое место для начала трансформации потребления жидкости– это ежедневный прием для расширения сосудов, рутина, интенсивно сосредоточенная на расслаблении и оптимизации кровотока. Вы должны начать эту практику первым делом утром, задавая положительный циркуляторный тон на весь день. В щедром стакане или переносной бутылке воды вы выберете один из двух вариантов. Первый– добавление легкодоступной формы порошка магния. Поскольку усвоение является ключевым, выбирайте высокорастворимый препарат, такой как цитрат магния или глицинат магния в порошке. Начните со скромной дозы, возможно, половины обычной чайной ложки, или строго придерживайтесь рекомендуемой суточной порции, указанной на упаковке, убедившись, что порошок полностью растворен в воде перед употреблением. Это служит мощным сигналом вашей сосудистой системе расслабиться и расшириться. В качестве альтернативы вы можете предпочесть солевой прием, который является простейшим, основополагающим решением. Если вы выберете этот путь, добавьте только маленькую щепотку высококачественной нерафинированной морской соли. И когда я говорю маленькую, я имею в виду количество, которое едва покрывает самый кончик вашего мизинца. Это обеспечивает важные электролиты полного спектра для улучшения клеточной гидратации прямо с начала вашего дня. Выходя за рамки ежедневного расслабления, мы рассматриваем гормональную и иммунную поддержку, стратегию, специально сосредоточенную на более глубокой системной регуляции. Чтобы убедиться, что вы получаете эти жизненно важные микроэлементы, сделайте правилом включать этот шаг один раз в день, в идеале принимая вместе с основным приемом пищи. Здесь рекомендация капли цинка, используя жидкую добавку цинка. Добавление рекомендуемой порции этой жидкости непосредственно в стакан воды– отличный метод, так как он значительно обходит общую проблему плохого усвоения и раздражения желудка, которые иногда могут беспокоить традиционные таблетки цинка. Эта простая жидкая доставка гарантирует, что ваши важные иммунные защиты и гормональная готовность надежно поддерживаются в течение дня. Наконец, мы обращаемся к балансировщику кровяного давления, посвященному перекалибровке критического электролитного соотношения в вашем теле. Если ваше питательное потребление свежих фруктов и овощей менее чем оптимально, или если вы постоянно очень активны, занимаетесь упражнениями, которые вызывают значительное потоотделение, тогда вы должны уделить пристальное внимание уровню калия. Для этого ищите богатую калием смесь, специальный электролитный порошок, который тщательно составлен с низким содержанием сахара, но обладает существенным крепким содержанием калия. Рекомендуемая практика– добавить примерно половину мерной ложки этого порошка в воду, потребляя его либо во время самой активности, либо сразу после тренировки для восполнения потерь и помощи быстрому восстановлению. Обязуясь вносить эти небольшие, но невероятно осознанные корректировки в вашу стандартную водную рутину, вы эффективно переходите от простой гидратации к мощному состоянию функциональной гидратации. Вы больше не просто наполняете бак, вы целенаправленно создаете электрически заряженную, богатую питательными веществами жидкость, которую ваши клетки могут мгновенно распознать и использовать. Это посылает четкие, мощные биохимические сигналы по всей вашей сети кровеносных сосудов, побуждая их расслабиться, полностью открыться и, следовательно, обеспечить пиковый кровоток, улучшающий производительность к каждой необходимой ткани. Это больше не просто вода. Она действительно становится жидкой минеральной добавкой, умело адаптированной к уникальным развивающимся требованиям тела после того, как оно преодолевает 60-летний порог.
Я настоятельно призываю вас попробовать этот простой прием с непоколебимой последовательностью в течение полных 3 недель и внимательно следить за неоспоримыми улучшениями вашей базовой энергии, ментальной ясности, физической силы и общей жизненной силы. Сделав этот один простой, мощный шаг сегодня, вы делаете гарантированную инвестицию, за которую ваше будущее 70-летнее «я» несомненно поблагодарит вас. Спасибо большое за просмотр. Если вы нашли эту информацию полезной, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал для получения дополнительных советов по здоровью и жизненной силе и поделитесь этим видео с другом, который все еще может пить обычную простую воду. Дайте мне знать в комментариях ниже, какой минерал вы собираетесь начать добавлять сегодня. До встречи в следующем материале.